Друзья, до светлого праздника Пасхи остается ровно неделя. Мы уже с вами покрасили яйца необычным методом при помощи копчения и приготовили очень вкусный бездрожжевой творожный кулич. Как мы это делали, вы можете посмотреть по ссылкам, которые я оставлю в описании к этому ролику. В этом видео мы будем готовить творожную Пасху. Для приготовления нам понадобится 500 грамм мягкого творога. Я использую мягкий творог, который я приготовил из обычного магазинного молока. Рецепт приготовления вы можете посмотреть по ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео. По моему рецепту из 3 литров магазинного молока всегда получается более 1,5 килограмм мягкого творога. Нам также понадобится 100 грамм сливочного масла жирностью 82,5%. 150 грамм сахара, 50 грамм изюма, 3 куриных яйца размером С0, щепотка соли и чайная ложка ванильного сахара. Изюм промываем и заливаем крутым кипятком. Далее нам необходимо отделить яичные желтки от белков и желтки добавить к сахару. Желтки от белков очень просто можно отделить при помощи обычной столовой ложки. Добавляем чайную ложку ванильного сахара и хорошо взбиваем миксером на высокой скорости. Когда смесь у нас увеличится в объеме и немного побелеет, добавляем размягченное сливочное масло и еще раз хорошо взбиваем. Далее нам необходимо взбить белки. Добавляем в белки щепотку соли и взбиваем миксером на высокой скорости до плотных пиков. Через сито протираем мягкий творог. Если вы используете обычный зернистый магазинный творог, то в него рекомендую добавить 100 грамм сметаны жирностью не менее 20%. К белкам и творогу добавляем взбитые с сахаром и сливочным маслом желтки. Перемешиваем все до однородности обычной лопаткой. Благодаря тому, что все ингредиенты мы хорошо взбили, масса у нас получается легкой, воздушной и пушистой. Сливаем воду из изюма, и пока мы будем делать следующий этап, даем в воде хорошо стечь. Далее творожную массу необходимо заварить. Ставим ее на плиту на средний огонь. И постоянно помешивая, нагреваем до того момента, когда у нас появится первый бульк. Выключаем нагрев. Добавляем изюм к творожной массе и перемешиваем. Далее творожную массу необходимо быстро остудить. Для этого в большую кастрюлю наливаем холодную воду и на холодной водяной бане остужаем творожную массу. В кастрюлю помещаю обычное маленькое сито, которое будет выполнять роль дренажа. На это сито сверху ставлю пасочницу. Такую пасочницу, как у меня, вы можете приобрести на любом маркетплейсе. Стоит она примерно 200 рублей. Укладываем в пасочницу смоченную в воде марлю. И затем выкладываем творожную массу. Края марли загибаем так, чтобы она закрыла творожную массу. Сверху ставим гнет. В качестве гнета я использую обычную стеклянную банку, наполненную водой. Творожную массу ставим в холодильник не менее чем на 12 часов, а лучше на сутки. Через 12 часов достаем творожную массу из холодильника. Убираем гнет. Из-за того, что творожная масса достаточно мягкая в начале, гнет ее немного выжимает, поэтому разравниваем ее обычной столовой ложкой. Переворачиваем пасочницу. Аккуратно разбираем ее и снимаем марлю.
Вот такая красота у нас получилась. Пасха получается плотная, но при этом очень нежная и вкусная. Такую Пасху можно готовить не только на праздник, но и в обычные дни в качестве вкусного и натурального творожного десерта, который понравится как взрослым, так и детям.